Всем привет! Начинаем мой предпраздничный влог. Начинается уже такая страстная неделя. И поэтому самое время начинать приготавливаться к праздникам. Я уже начала и покажу вам, что я уже сделала. И, может, вы также последуете моему примеру. Ну и также буду показывать вам все аспекты наших приготовлений и то, что у нас происходит. И вы можете себе сравнить, как это происходит у вас, или вдохновиться на какие-то новые традиции. На этой неделе у нас уже будет вербное воскресенье, а это значит, что уже пора начать приготавливать живой декор на Пасху. Что значит живой декор? Кто со мной уже давно, тот знает, что я всегда готовлю живые элементы на Пасху как декор. И всегда вам это показываю. Сегодня покажу то, что я обычно делаю, и то, что решила в этом году приготовить первый раз. Что же я использую? Обычно я использую вот такую травку. В Польше она называется жежуха. И вот так она выглядит. Если в ваших странах что-то такое есть, напишите мне обязательно в комментариях, как это называется и используете ли вы это растение на Пасху. Вот жежуху люди используют как декор на Пасху, но это съедобная травка, ее также используют в пищу. Поэтому, так как она выглядит вот так красивенько, ее приспособили к Пасхе. Но вот это я использую. Сейчас покажу, как я буду это использовать в декоре. И в этом году я увидела в магазине что-то такое. Написано «Овес великонocny», то есть овес пасхальный. И это я, как вижу, уже для декора. Тут даже написано «Оздоб свой стул», это значит «укрась свой стол». И это я буду делать первый раз. Вот такой овес буду засеивать. И теперь переступлю уже к тому, что и как я делаю. Обычно жижуху у меня вот такая формочка есть, и она продается, я видела, в многих странах, так что, но это не обязательно должна быть эта формочка. Я вот использую эту. Вот у меня еще одна такая есть в форме такого разбитого яичка желтого. Я сюда приспособила пластмассовую такой, как сказать, поддончик такой пластмассовый. У меня он был из-под творога. И как раз входит по диаметру в это яйцо. Потому что раньше я в него тоже насыпала землю. А теперь вот у меня такой поддончик входит, и мне очень удобно. И это можно выложить ватой. У меня ваты нет, у меня только вот такие ватные, не тампончики, а вот такие ватные, как сказать, листики такие для демакияжа. И оно тоже годится. Вот я так выстилаю. Сейчас я это обильно полью водичкой, эти ватки, и на них нанесу семена этой моей жижухи. Это можно использовать в разных, например, можно обычное блюдечко взять, выложить его ваткой. Можно, например, взять яичную скорлупу и такие половинки наполнить ватой, и туда также посеять эту жижуху, и будет у вас такой декор, как будто бы из яйца растет травка. Это тоже очень красиво. То есть брать можете любые емкости, которые вам подходят для декора. Итак, давайте приступим. Сначала сделаем это. Вот так обычно я сюда налью воды, чтобы ватка была мокрой. И также здесь. Первый раз я наливаю немножко больше, чтобы когда только, как сказать, попадают сюда зернышки, чтобы у них была водичка, чтобы они намокли. Вот так. И сейчас сюда я насыплю просто семена жижухи. Вот так я это сделала. И теперь каждый день нужно будет немножко просто полить водичкой, и вы увидите, как на глазах у вас из этих зернышек вырастет такой зеленый ковер. Я буду с вами вместе показывать, как это растет, но делать это надо минимум даже больше, чем неделю за праздников, может 8-10 дней перед праздниками. Этим нужно заниматься. Вот поэтому сегодня среда, и я уже начала этот процесс. Теперь беремся за овес. Я его таким образом делать не буду. Я для этого приготовила, вот у меня две такие емкости. Одна — это обычный цветочный горшок,
Вот я его засыпала землей. А второй это такой более такой, как сказать, декоративный. Сюда когда в этом когда-то мне муж купил такую композицию из цветов. Здесь была такая губка для цветов, такая, ну, с водичкой. Туда втыкались растения, вот. И это была такая корзина с цветами. Но это уже было очень давно. И сейчас я решила использовать вот эту корзинку тоже на этот овес. Прежде всего я я землю немножко намочу, затем посею туда семена и прикрою. Это как обычно. Здесь ничего такого сложного или необычного нету. Вот такие зернышки у этого овса. И вот так вот я их здесь посею. Ну вот как-то так. И теперь прикрою землей и полью водичкой. Вот так. И сверху поливаем водичкой. Еще здесь немножко. И ставлю на окно. И также буду каждый день понемножку сюда доливать водички. Вот показываю. Не прошло еще и 2 суток. Посмотрите, что уже с жижухой. Даже сегодня утром здесь уже появились первые росточки. Они так растут быстренько. Вот сейчас уже к вечеру. И я вижу, что большой прогресс пошел. Сейчас я немножко опять полью. Вот посмотрите, здесь тоже уже проклевывается. В одном месте и в другом. И также здесь видно. Там, где овес я посеяла. Сейчас буду немножко подливать. И здесь тоже смотрите, что происходит. Жизнь, как можно сказать, да, так и прет из них. Солнце на этом окне очень часто появляется, тепло в комнате. Ну и водичка. Что еще нужно для появления жизни? Следующий этап – это мою люстры и все лампы. Вот с люстры муж отвинтил плафончики, я их уже помыла, вытерла. Он сейчас будет их возвращать обратно на место. За это время мы протерли все лампы. Вот, от пыли, от паутины наводим порядок. Также я решила навести порядок в машине, заказала новые коврики резиновые, потому что спереди от водителя и пассажира они у нас уже довольно потрепались. Нужно обновить. Заказала через интернет с Allegro. Можно заказать как раз не все 4, а только по 2 коврика. Вот купила. Открываю и скажу вам, что я довольна. Довольно-таки такая хорошая резина, толстая. Даже я вижу, что качество лучше, чем те оригинальные, которые были. Очень мне они нравятся. Вот есть этикетка, значит, чек с доставкой 58,89. Без доставки 49, то есть там 8,90 или 8,99, это почти 9 злотых, это была доставочка. Классная цена, пришло на протяжении 2 дней. Сейчас пойдем примерить, но на первый взгляд мне очень и очень нравится. И качество, и обслуживание, все на высоком уровне. Также решила обновить к праздникам чехлы на сиденье в машине. Также заказала их с Allegro. И также все пришло в один день. Вот мои чехлы. Вот такой комплект. Тоже будем примерять. Цвет у меня будет не такой. У меня будут серо-черные, но на этикетке другое, но моя расцветка, как видите, будет отличаться. Вот. Так что на праздники также приведем в порядок машину, чтобы и там все было опрятненько, уютненько. Надо наводить марафет везде.
Вот сегодня мы выпекали опять наш домашний хлеб. 3 мы испекли нормальные такие ржаные буханочки, а 3 я испекла что-то наподобие бородинского хлеба. Уже давно хотела это сделать, все никак не доходили руки. И вот вчера решила за это взяться, нашла рецепт в интернете, но то, что предлагает бородинский хлеб по ГОСТу, мне просто не подходит по, как сказать, по технологии, потому что, ну, я пеку еще нормальный ржаной хлеб, и там это все слишком много возни получится и нестыковок вообще между двумя хлебами, поэтому я сделала свой вариант, взяла рецепт заварки к бородинскому хлебу, ну, а остальное покомбинировала, похимичила на свой, как сказать, по своей технологии ржаного хлеба. И вот что получилось. Покажу вам уже в разрезе хлебушек. Вот такой он вырос. Я единственное, что могла бы дать больше кориандра. Ну ничего, лучше дать на первый раз меньше, чем его бы было слишком много. Вот, не посыпала сверху. Все это, потому что хотела просто прощупать этот рецепт, эту дорожку вот, выпекания хлеба. Получилось, поэтому теперь нужно это все как-то усовершенствовать. Главное, что хлеб вырос, цвет хороший, вкус тоже очень хороший, поэтому я очень и очень довольна. Ой, могло бы быть немножко больше этого кориандра, но ничего. Главное, что вкусно. И теперь у нас уже 2 сорта хлеба будет на празднике. Обычный ржаной и бородинский. А если я уже это все, как бы сказать, сделаю, и уже будет у меня рецепт протоптанная дорожка, я тогда вам сниму и покажу рецепт в видео. Если вам интересно, пишите в комментариях. А кто хочет выпекать хороший вот такой вот ржаной хлебушек, видите, какой он румяный вообще, классный. У меня на канале есть подробное видео, как я выпекаю на ржаной закваске ржаной хлеб, стопроцентный, и как я делаю ржаную закваску. Поэтому заходите, смотрите, мы уже лет 12, наверное, печем наш хлеб, так что мы очень довольны. И вот теперь я приступила к такому черному бородинскому. Дальнейшее приготовление к Пасхе прикажу вам в следующих роликах. А пока что, пока-пока, до новых встреч!